Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Не сейчас, друг. Не мешай, не мешай. Дорогой мальчик, ты недостоин сидеть на троне или на коленях у царя. Разумеется, ты тоже сын царя. Но поскольку ты не мой сын, ты не вправе занять престол. Мой мальчик, тебе не вдомек, что все твои старания ни к чему не приведут.
если ты хочешь занять престол, тебе следует пройти через суровые аскезы. Прежде всего, ты должен добиться благосклонности Верховного Господа Нараяна, поклоняясь ему. Затем, если тебе удастся снизыскать его милость, ты должен будешь родиться еще раз, но теперь уже из моего чрева. Непрестанно служи ему.
силен дух кшатриев. Они не могут простить даже малейшего унижения. Подумать только, этот мальчик совсем еще ребенок, но даже он не может простить резкие слова своей мачехи. Мой мальчик, ты совсем еще дитя. Почему же тебя так задели слова, оскорбляющие твою честь? Но даже если честь твоя задета, у тебя нет причины для недовольства. Мудрый человек доволен всем, и хорошим, и плохим, понимая, что все это милость Господа. Поэтому у тебя нет причины для недовольства. Путь Бога поистине удивителен. Великие йоги-мистики пытались достичь его, пребывая в аскезе и в трансе многие-многие жизни, Батарея есть? но так и не достигли его. Блок питания. Поэтому и ты не пытайся постичь его. Это очень сложно. Может быть, в будущем тебе это получится. А теперь отправляйся домой. Ты все равно не достигнешь успеха. О Господь, Нарададжи, наставление, которое Ты дал, может успокоить каждого на этой земле. Но я слишком погряз в невежестве, Твои мудрые слова не слышит мое сердце, не слышит мое сердце. Но в этом нет моей вины, но в этом нет моей вины, но в этом нет моей вины, но в этом нет моей вины. Всему виной кровь кшатрия, которая течет во мне. Жестокие слова пронзили мое сердце, оно остается глухим к Твоим бесценным советам. Хочу достичь я положения, которого еще никто не достигал, которого никто не достигал, которого никто не достигал, которого никто не достигал, которого никто не достигал. Укажи мне путь, как мне достигнуть цели. Укажи мне путь, как мне достигнуть цели. Ты подобен солнцу во всей вселенной, ты благо несешь всему живому. Ты странствуешь повсюду, играя на вине. Укажи мне путь, как мне достигнуть цели. Укажи мне путь, как мне достигнуть цели. Твоя мать Сунити
дала тебе совет. Встань на путь служения Господу, вот тебе мой ответ. Отправляйся на берег Ему. Господи, в Его различных воплощениях, Господь исполняет желания любого, кто преданно служит Ему своим телом, умом и речью. Пожалуйста, проходите, присядьте.
Слуги, принесите угощение для дорогого гостя. Принесите воды, чтобы омыть его стопы. О, Нарадыч, великий мудрец. Располагайся поудобнее. О, величайший из брахманов, о, Господь Нарадыч, я очень польщен, я очень рад, что такая возвышенная личность, как ты, посетил мой скромный дворец. О, царь! Лицо твое осунулось. Ты выглядишь так, как будто тебя терзают какие-то мысли. Что причиной тому? Может быть, какие-то препятствия стали перед тобой, мешают тебе совершать религиозные обряды, заботиться о своем благосостоянии и наслаждаться? Лучший из брахманов. Я настолько привязан к своей жене, что сердце мое очерствело. И я выгнал из дому моего сына вместе с матерью, не посмотрев даже на то, что ему едва исполнилось 5 лет, и на то, что он великая душа, великий преданный Господа. О Брахма, лицо моего сына подобно цветку лотоса, и мне не дает покоя мысль об опасностях, которые подстерегают его в лесу. Он беззащитен и страдает от голода. Может, сейчас он лежит где-нибудь на земле или отбивается от волков, которые хотят его съесть. О, горе мне! О, горе мне! Посмотри, какое каменное у меня сердце! Посмотри, какую власть надо мной имеет моя жена! О, я самый несчастный из смертных! Горе мне, горе! О, царь, не горюй о своем сыне, ведь его защищает сам Верховный Господь. Он обладает огромным могуществом. Слава о нем идет впереди него. Он сделает то, на что не способны великие мудрецы
и цари. Он достигнет своей цели и вернется домой. И благодаря Ему слава Твоя разнесется повсюду. Выслушав храбрую Муни, сомкнув глаз, он сосредоточенно постился до восхода солнца. После этого, следуя совету великого мудреца Нарады, он начал поклоняться Верховной Личности Бога. В течение первого месяца Дхрува Махараджа питался только плодами и ягодами. Он ел один раз в 3 дня, чтобы поддерживать жизнь в своем теле, а все остальное время посвящал поклонению Верховной Личности Бога. В течение 2-го месяца Дхрува Махараджа ел один раз в 6 дней, питаясь только сухой травой и листьями. В течение 3-го месяца он вовсе перестал есть и жил на одной воде, принимая ее один раз в 9 дней. Он постоянно был погружен в транс и поклонялся Верховному Господу, которого воспевают в самых лучших стихах. За 4-й месяц Дхрува Махараджа в совершенстве овладел дыхательными упражнениями, так, что делал один вдох в 12 дней. Таким образом, он полностью успокоил свой ум и, погрузившись в медитацию, продолжал поклоняться Верховной Личности Бога. К началу 5-го месяца Махараджа Дхрува, сын царя, научился управлять своим дыханием так хорошо, что мог стоять на одной ноге неподвижно, как колонна, полностью сосредоточив ум на Парабрахмане. Он подчинил себе свои чувства и их объекты, и таким образом сосредоточил ум на образе Верховной Личности Бога, не позволяя ему отвлекаться ни на что другое. Когда, медитируя таким образом, Дхрува Махараджа завладел Верховным Господом, повелителем всех живых существ, на котором держится все материальное творение, 3 мира начали дрожать. Пока сын царя Махараджа Дхрува неподвижно стоял на одной ноге, под давлением большого пальца его ноги земля начала крениться, как раскачивающееся судно, на котором везут слона. Дхрува Махараджа был погружен в глубокую медитацию, и все отверстия на его теле были закрыты. Поэтому, когда он сравнился по тяжести с Господом Вишну, совокупным сознанием, вселенское дыхание пресеклось, и все великие полубоги на всех планетных системах, почувствовав, что задыхаются, стали умолять Верховную Личность Господа спасти их.
суровые аскезы и непреклонность поглощенного мыслями обо мне сына царя Утанапады. Это по его вине нарушился процесс вселенского дыхания. Можете спокойно возвращаться домой. Я прерву его суровые аскезы. Все будет хорошо. Самый Верховный Господь, которого он только что созерцал в своем сердце, стоит перед ним. О мой Господь, Ты всемогущ, прикоснувшись ко мне всего лишь раз, Ты дал мне жизнь в тот же час. О мой Господь, кто сможет забыть Тебя? Ты повелитель трех миров, Ты спасение для всех падших душ. О мой Господь, Ты исполняешь все желания, Ты готов даровать освобождение, но глупцы, подобны мне, просят наслаждения. О мой Господь, дай мне возможность общаться с чистыми преданными Твоими, чье любовное служение Тебе течет, словно река, несущая воды к морю. Жизнь таких свободна и чиста, и нет других желаний. Всем сердцем стремятся к стопам Твоим, чтобы вдыхать благоухание Твоих лотосовых стоп. О мой Господь, я знаю, что, служа Тебе, я смогу пересечь океан невежества, ибо я хочу только слушать о Тебе, о Твоих чудесных развлечениях. О мой Господь,
цель твоя труднодостижима. Но я исполню твое заветное желание. Да сопутствует тебе удача. Дорогой Тхрува, я подарю тебе лучезарную планету, именуемую полярной звездой. Все небесные светила движутся вокруг нее. Когда твой отец покинет дом и уйдет в лес и передаст тебе бразды правления, ты будешь править миром в течение 36 тысяч лет, а тело твое будет оставаться все таким же сильным и молодым. Твой брат Утама уйдет в лес и будет убит, а мать Суручи, пойдя за ним, сгорит в лесном пожаре. Я сердце всех жертвоприношений, и ты сможешь совершать их множество и раздавать милостыню всем. Ты сможешь наслаждаться всем, а в момент смерти ты будешь помнить обо мне. Дорогой Тхрува, когда твоя жизнь в этом материальном теле подойдет к концу, ты отправишься на мою планету, которой поклоняются обитатели всех планетных систем. Достигнув ее, ты больше никогда не вернешься сюда. Every step he steps, every word he says. Добиться благосклонности Господа далеко не просто. Но мне же удалось. Но я потерял всего, чего достиг, забыв о самом главном. Я пребывал в иллюзии и попросил о пустяке. Я смотрел на своего брата, как на врага, и сердце мое сжигало злость. Добиться благосклонности Господа непросто, но мне же удалось. Горе мне, несчастному среди людей. Господь был готов даровать мне возможность служить Ему. Вместо этого я выбрал царство и славу. Какой же я глупец. Сынок! Сынок, ты вернулся, сынок! Боже, какое счастье, он вернулся! Судите, судите!